Всем привет, я Катя, вы на канале Rapak Nails. И сегодня вы узнаете, как с помощью одной небольшой покупки, которая обойдется вам в 3-4 доллара, сэкономить целое состояние и расширить свою палитру цветов в несколько раз. А также продемонстрирую комбинированный маникюр, подробно покажу фрезу пламя на одной руке без нарезок и справлюсь с этим за 5 минут. Интересно? Смотри дальше. Первым делом, конечно же, приступаю к снятию. Здесь все просто и по стандарту. Твердосплав с зеленой насечкой, максимальная скорость, четкая схема и быстрое снятие готово. Кстати, на вытяжку с HEPA-фильтром стелю вот такие косметологические полотенца, и после снятия старого материала я их убираю, и это помогает не так сильно забиваться фильтру. После этого пилочкой 240 грит сглаживаю остатки старого материала по поверхности ногтя и перехожу непосредственно к опилу формы. Пилить я сегодня буду такой зауженный миндаль, поэтому для выполнения этой формы я изначально смотрю на ноготь сверху и начинаю работать от точки вроста к центру ногтя, плавно заужая с одной стороны, затем с другой смотрю, чтобы все было симметрично, и мне это нравилось. Нравилась эта форма при виде сверху, и только после этого я ставлю пилку под ноготок и доравниваю все возможные провисающие боковые параллельки, ставлю в общем ноготь на один уровень. Если честно, я бы предпочла сделать на этих руках овал, на такую короткую длину. Но так как моя модель это по совместительству моя подружка и мой мастер по бровям, поэтому приходится делать так, как она хочет, потому что иначе мне придется ходить с некрасивыми бровями. В общем, после завершенного опила переходим к первому этапу маникюра, это отодвигание кутикулы. В этот раз я буду изменять своей любимой апельсиновой палочке и использовать пушер, и на это есть свои причины. Так как современные клиенты очень требовательны и внимательны ко всем моментам стерилизации, и все мастера топят за абсолютную стопроцентную стерильность, стоит вопрос с апельсиновой палочкой, можно ли ее использовать для целей отодвигания кутикулы. С одной стороны, мы можем ответить, что да, это же просто кусочек дерева, который одноразовый, который никем не использовался до прихода этого клиента. Но с другой стороны, мы не знаем, как оно упаковывалось, транспортировалось, где эти палочки находились и что на них попадало после того, как мы вскрыли пачку. Поэтому, в принципе, я согласна, что сомнительная стерильность у апельсиновой палочки и вот такие инвазивные вмешательства, которые могут привести в некоторых случаях к ранкам или порезам, лучше все-таки использовать абсолютно стерильный инструмент, который вы вскрыли с крафт-пакета при клиенте. Но пушером мне сложнее работать, апельсиновая палочка справилась бы с задачами этими гораздо лучше, а для работы с пушером мне приходится использовать и топорик для таких вот склеечек, как на большом пальце, проходиться по несколько раз. Все-таки это отнимает чуть больше времени, но зато это надежней. Девчат, теперь самое интересное. Работа фрезой пламя. 5 ногтей, 5 минут в 2 стороны. Рассказываю. Во-первых, моя фреза – это стандартное пламя с красной насечкой 21 или 23 диаметра. Обороты выставлены примерно 7-8 тысяч. Работаю сначала на форварде, затем на реверсе. На мизинец своей правой руки одеваю щетку-сметку. Обязательно для удаления пыли. Обратите внимание, работу я начинаю с латеральной складки и делаю это снизу вверх почесывающими движениями. После этого перехожу под проксимальную складку и только затем прочищаю синус. Как вы видите, за первый проход летит очень много пыли. А происходит это потому, что за первый проход мы убираем основную часть птеригия. Под словом птеригий я подразумеваю тонкий мембранный роговой слой кожи, который непосредственно прикреплен к ногтю. С каждым следующим проходом пыли будет все меньше и меньше, это означает, что птеригия на ногте не осталось, не забывая в конце слегка зашлифовать боковой валик. По моему опыту, эта техника подходит практически любым рукам, только единственный момент, если к вам пришли клиенты с очень влажной, тонкой такой мембранной кутикулой, лучше все-таки ее подсушить чем-то. Сделать это можно клинсером, можно это сделать дегидратором, либо же детской присыпкой, как вам удобней. Мои движения совершаются с легким давлением и немного таким подчесывающим эффектом. Я вроде бы слегка чешу ноготок. Это помогает мне работать на низких оборотах, иначе я бы ничего не убрала, если бы не было вот этого такого кругового почесывающего движения. И, девчонки, я не просто так сказала, что мы боковые валики зашлифовываем слегка.
По моему опыту могу сказать, что чем больше вы натираете боковые валики, шлифуете их до блеска, до боли, до красноты и до убирания всех омазолелостей, тем больше в следующий раз там нарастет кожи. Поэтому с боковыми валиками не нужно фанатеть. Несколько раз прошлись фрезой, убрали все шелушения, проверили своим пальцем. Если кожа стала мягче, все, на этом хватит. Переходим дальше. Не нужно там ничего расковыривать, тем более работать на высоких оборотах и тем более с синими фрезами. Я считаю, что красная фреза достаточно может справиться с любой кожей. Кстати, еще один важный момент. Прошу обратить внимание, что при работе фрезой пламя мое давление совершается не в сторону ногтя, а в сторону кожи. Моя фреза как бы отодвигает сначала латеральную складку, затем проксимальную и попутно уже счищается птеригией. Здесь я уже переключила обороты на реверсивное движение. То же самое делаю, только под проксимальной складкой я начинаю прочищать не от серединки, а примерно от левого синуса. Этим движением я не только проверяю качество зачистки ногтевой пластины по центру ногтя, а и отодвигаю кутикулу, готовя ее к срезу ножницами. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see her face wherever I look. She's standing in the crowd. So let go, I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, let a little bit inside. You know, maybe things are gonna be alright. 'Cause I just wanna see the light. I'm so sick of waiting and getting too restless to be in this dusty town. I've heard of this place where people forget and you get another try. So come open up my door. I don't wanna be here and let the world pass me by. I won't see your face wherever I look. I'm blinded by the light. So let go, I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, died a little bit inside. You know, maybe things are gonna be alright. 'Cause I just wanna see the light. Yeah, I just wanna see the light. Теперь в моих руках ножницы, и я выполняю срез. Начинаю я срез там, где я вижу начало кантика кутикулы. Это может быть как и на латеральной складке, так и где-то возле начала синуса. Нужно смотреть на каждом пальчике и на каждом клиенте в индивидуальном порядке. Кутикула прекрасно срежется одной колбаской, если у вас будут острые удобные ножнички и вы будете следовать нескольким правилам. Именно. Первое, что мы должны сделать, это завести нижнее полотно ножничек под кутикулу максимально глубоко, насколько это возможно. Затем, закрывая ножнички, выровнять их под 90 градусов и потом уже сомкнуть, слегка завалив их на себя. Вот и все правила идеального среза. Наш маникюр готов, но может выглядеть еще не сильно идеально, потому что ноготь и кожа в пыли, и нам надо их помыть. Для этой влажной уборки мы берем влажную салфетку, апельсиновую палочку и все хорошенько прочищаем. Так как мы использовали влажную салфетку, нам обязательно затем использовать дегидратор. После этого наношу базу. Базу наношу тоже в принципе как обычно. Первый слой втирающий,
делаю как бы липкий пол, как это принято говорить, прокрашиваю везде аккуратно, до кутикулы и боковых стенок ногтя не дохожу, для того, чтобы ничего не затекло. После этого беру еще одну небольшую капельку, ставлю ее в зоне апекса, немножко толкаю к кутикуле и свожу на кончик ногтя. В этом случае я вот взяла тонкую кисточку для того, чтобы выровнять блик. Иногда я справляюсь и кистью с флакона, иногда прибегаю к помощи тонкой линейной кисти. Я считаю, в этом нет большой разницы. Итак, момент истины. Как же нам экономить кучу денег на разнообразие цветов? Для этого нам нужны просто неоновые пигменты, которые продаются и на Алиэкспрессе, и в любом ногтевом магазине. Они буквально нескончаемые. И сейчас я вам демонстрирую, как при помощи разных неоновых цветов и белого лака я замешала 5 крутых летних оттенков. Смешиваются они достаточно хорошо, и можно создавать крутые цвета. Можно добавлять это не только в белый лак, а в любой лак и даже в прозрачную базу. И с помощью этого получать модные, как сейчас, базы неоновые, гели неоновые. Если при покупке вот такого розового лака я уверена, что я его смогу использовать до конца, а вот при покупке, например, какого-то неонового желтого прозрачного геля, я не уверена, что я его использую больше, чем 1 или 2 раза. Поэтому считаю целесообразнее замешивать сложные непонятные оттенки самостоятельно. В принципе, производители гель-лаков делают это то же самое на заводе, просто смешивают белый лак с пигментом и получается плотный лак, или прозрачный лак с пигментом и получается полупрозрачный оттенок. В общем, творите как угодно. Сейчас я показываю, как я замешивала базу. Вот вышла такая, прямо она очень просвещалась, и для плотности цвета я туда просто добавила капельку белого. Конечно, при использовании таких баз намного предварительно нужно нанести подложку с прозрачной базы. Во-первых, это обезопасит вас при снятии, что вы не снимете лишнего, и во-вторых, обезопасит ногтевую пластину клиента от контакта с пигментом. Ну и в принципе пигмент в небольших количествах не может нарушить свойства материала. Но, конечно, если вы там будете замешивать, то лучше все-таки наносить, в общем, прозрачную базу. Под все всегда лучше наносите прозрачную базу. Ну а мы с моей клиенткой выбрали вот такой неоновый цвет. Здесь главный момент. Нужно замешать достаточное количество лака, потому что если вдруг вам не хватит на один ноготок, вряд ли вы потом попадете точно в такой же оттенок. Мы здесь смешиваем белый лак с неоново-желтым пигментом, добавили немножко теплого желтого лака для оттенка, и здесь я совершила одну небольшую ошибку, но я уже знаю, как ее исправить. Я решила, что этот цвет выглядит достаточно плотно, я его в 2 тонких слоя перекрою на ногтевую пластину. Но очень тонкий слой сделать у меня не получилось, и он все-таки скукожился. Но я еще грешу на то, что у Кати большой пальчик коротенький и плохо просох в лампе, но не будем обвинять клиента в наших грехах. Поэтому я взяла плоскую кисть и наносила в 2 тонких слоя ею. Но был выход попроще. Нужно было просто нанести подложку с белого лака и после этого нанести уже желтый. Тогда это бы было идеально, и мы бы справились в 1 слой белого и 1 тонкий слой этого желтого. Так я поступила на большом пальчике, потому что даже при нанесении тонкими слоями он все равно не хотел просыхать. Почему-то такая проблема была только с большим пальцем. В общем, да, вы здесь видите, я нанесла белый, после этого нанесла уже пигмент. Кстати, когда будете вымешивать, делайте это не на какой-то бумажечке, а на плоской пластиковой поверхности. Таким образом вы сможете апельсиновой палочкой хорошо, как тесто, раскатать лак вместе с пигментом, плавно перемешать и не напускать туда пузырей. Мне этот способ просто капец как понравился, я в него влюбилась, буду еще неоднократно это применять, смешивать более сложные оттенки, у меня уже есть кучу идей, что вам показать, поэтому если вы вдруг не подписаны на мой канал, советую это сделать, потому что вы видите, каким количеством информации, я надеюсь, полезной для вас, я делюсь в своих роликах. Ну и в общем, вот такой маникюр у нас получился. В принципе, ничего сложного, просто однотон, просто желтый яркий летний цвет. Но сколько интересных фишечек и лайфхаков здесь было применено. В общем, если вам понравилось, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь, пишите вопросы в комментариях. Буду рада пообщаться. Всем вдохновения, до новых встреч, пока!